Этот предмет одежды стоил как автомобиль, а спустя 6 лет за него в приличном обществе можно было получить по лицу. Малиновый пиджак не был просто одеждой. Это был паспорт, удостоверение личности, смертный приговор одновременно. Сегодня мы разберем, как простая ткань в ярком цвете стала главной иконой десятилетия и почему те, кто носил его с гордостью, потом мечтали сжечь его вместе с воспоминаниями. Но чтобы понять, как этот кусок ткани стал главной иконой десятилетия, нужно перестать видеть в нем только бандитскую униформу. В деталях этот пиджак был совсем не тем, чем казался, и сейчас мы расскажем, почему его история – это, по сути, история краха целой мечты. Но давайте вернемся в начало. 1992 год. Полки магазинов пусты. Люди стоят в очередях за гречкой. И вдруг на улицах появляется это. Почему именно малиновый? Ведь это не просто яркая ткань. Это был осознанный выбор, за которым стояла история, о которой сейчас почти забыли. В 1992 году Джанни Версачи представил в Париже осенне-зимнюю коллекцию. На подиуме среди сдержанных черных и серых вещей внезапно появились ярко-малиновые пиджаки. Это был шок. Фурор. Русские криминальные авторитеты, присутствовавшие на показе, раскупили почти всю коллекцию и привезли эту моду в Россию. Но вот что интересно – ткань. В обычных советских универмагах продавали тусклые, жесткие материалы. А здесь мягкая шерсть, итальянский пошив, подкладка из шелка. Это был не просто цвет. Это было качество, которого в стране не видели десятилетиями. В стране, привыкшей к серому, малиновый стал цветом свободы. Цветом европейского стиля. Цветом новой жизни. А теперь психология. Почему нужна была максимальная заметность? Их называли новыми русскими. Люди, которые быстро разбогатели после распада Союза. Криминальные авторитеты. Предприниматели на новых деньгах. Малиновый пиджак, золотая цепь толщиной в палец, 600-й Мерседес и сотовый телефон. Это был не просто стиль. Это был комплект. Визуальный маркер, свой или чужой. Ты надевал малиновый пиджак, и все понимали, ты достиг успеха. Здесь и сейчас. В условиях хаоса. Считалось, что лидер должен выглядеть вызывающе. Респектабельно. С нарочитой артистичностью. Первые малиновые пиджаки от Versace стоили $1200. Это была цена подержанного автомобиля ВАЗ-2106. Секретарь в офисе зарабатывала такую сумму за полгода непрерывной работы. А их привозили чемоданами из-за границы и раскупали с рвением коллекционеров Cartier. Но вот что важно понимать. Это была не только демонстрация богатства. Это был крик. Крик после тотальной серости советского гардероба. После дефицита. После запрета на яркость. Малиновый пиджак стал маркером власти в эпоху, когда понятие «элита» приобрело совсем иной смысл. Но мода недолговечна. И вот здесь начинается самое интересное. В 1996 году малиновый пиджак стал признаком безвкусицы. В газетах появлялись карикатуры, шаржи и анекдоты про новых русских. Произошло разделение. Властители жизни, крупные чиновники, владельцы бизнеса отказались от малиновых пиджаков. Перешли на классические костюмы от лучших дизайнеров. А мелкие бандиты, сутенеры, вымогатели продолжали носить. Рыночные торговцы, студенты, неудачливые коммерсанты. Они делали это, потому что в памяти были живы ассоциации богатства с красным пиджаком. И вот здесь ключевой момент. Оригинал от Versace стоил бешеных денег. Но рынок быстро наполнился подделками. Их шили в подвалах из дешевой ткани. За $50–100. И когда каждый второй на рынке ходил в малиновке, магия исчезла. 1998 год. Дефолт. Российский рынок оказался перенасыщен товарами. Одежда перестала быть дефицитом. Стал развиваться легальный бизнес, который предусматривал иной дресс-код, классический. Те, кто не перешел на легальную деятельность, оказались за решеткой. Носить малиновые пиджаки стало просто некому.
Мода длилась примерно с 1992 по 1998 год. Около 6-7 лет. Как вспышка. Как мечта. И те, кто носил его с гордостью, потом действительно мечтали сжечь его вместе с воспоминаниями. Сегодня малиновые пиджаки 90-х можно найти в винтажных магазинах. А в Москве находится крупнейшая коллекция – более 350 экземпляров. Она принадлежит Дмитрию Фунтикову и называется «Реальный прикид». Тогда не просто носили одежду. Тогда носили свои надежды, свои мечты о другой жизни. А какой самый нелепый предмет гардероба из 90-х помните вы? Пишите в комментариях. Ставьте лайк, если помните эту моду. Или узнали о ней впервые. И подписывайтесь. Новые истории каждую неделю.